Друзья, всем привет! Ну, мы попробуем сейчас такую банку. Попробуем ее в деле. Я буду пробовать на Надежде. Надежда вообще мне сказала, что ты мне сказала, что ты любишь мягкий массаж да, и понежнее. И Надежда не адаптирована к сильным массажам антицеллюлитным. Как я уже говорила, что если в статике использовать банку, это достаточно мягкая методика. Идет хороший глубокий прогрев, повышается температура, в зоне улучшается метаболизм. Потом здесь есть хромотерапия, то есть лечение цветом, красным, синим. Здесь есть магнитотерапия, 8 магнитных камней, ну и, конечно же, вакуум. Попробуем сейчас, что случится. Я не знаю, на себе я пробовала, мне было очень больно. Но я понимаю, что этот массаж прям продуктивный, как антицеллюлитный. Так как тело не разогрето, можно, в принципе, чуть-чуть добавить эмульсии разогревающей с эфиром никотиновой кислоты. Она будет обезболивать, разогревать. Адского жжения потом она не дает, как экстракт перца. То есть клиент не будет мучиться потом целый день от неприятных ощущений каких-то. Ну, в течение 10 минут она только начнет разогревать, поэтому есть смысл, например, поработать руками перед банкой в том месте. Приятный. Здесь корица, да, такой запах приятный. Скипидар тоже будет разогревать, на больные суставы хорошо наносить. Просто в домашних условиях, утром, вечером, в качестве профилактики целлюлита. Для подтяжки кожи масло корицы можно. Пока мы будем работать с какой-то одной зоной, можно поставить банку, ну, например, на выход седалищного нерва, на зону ягодицы поставим. Она на русском языке разговаривает. Как я и говорила, кнопку нажимаем, держим. Короткое нажатие, уровень 1, и она не отваливается даже на первом уровне. Больно? Терпимо. Вот терпимо, да. Потом я смогу... Ущипнули. Да, как будто ущипнули, и потом щипок отпустили. Как руки, не больно? Я так прям релакс делаю. Нет. Сильнее не надо? Нет. Комфортно, то, что нужно. У тебя здесь синяки, ты массаж делала? Или ты так, просто где-то? Где-то, но не массаж, да? Травмы. Угу. То есть такое двойное воздействие. Пока зона подготавливается, эмульсия сейчас разогреет, обезболит. Не нужно будет долго разогревать. Ну и банка работает интенсивно, можно ее немножко передвинуть. Сейчас будет чуть-чуть чувствительно. Вот она может оставлять такие красные точки, они в течение 2-3 дней проходят. Долго, если оставить на одном месте, то, естественно, будет дольше след оставаться, до 3 дней может. Но так как это первый уровень, совсем какой легкий. Работает банка 10 минут, потом перед тем, как выключится, идет звуковой сигнал, чтобы вы ее не потеряли, чтобы она не упала, не разбилась. То есть такой контроль. Она предупреждает, что сейчас вакуум будет заканчиваться. Ну, сейчас я еще раз передвину ее. Когда передвигаю, да, чувствительность больше. Комфортно, не больно. Да, это первый такой самый лайтовый уровень. Я пробовала, что на себе, что ей быстро не поработаешь этой банкой, потому что она достаточно мощная, сильная. Если ей работать, то медленно.
Но, как я и говорила, что медленные методики и глубокие, они дают даже лучший результат, чем движения быстрые, потому что быстрые движения более все-таки поверхностные. Сейчас я переставлю банку, я не буду выключать, и также я ее поставлю. Она будет работать на первом уровне. Ты сейчас можешь ощущать некоторые покалывания от эмульсии. Может быть такое. Ты, наверное, готовилась к релакс-массажу, да? А здесь такое. Нет. Нет? Я, наоборот, готовилась к него. Будет, наверное, жестко. Но я стараюсь не делать больно, то есть слышать клиента обязательно. Наверное, больше эффект, когда прям так хорошенько. Эффект всегда будет. Некоторые мастера спрашивают, вот я делаю клиенту слабо, будет ли эффект? Но вы слабо делаете по собственным ощущениям. Если клиенту чувствительно, если он чувствует, что вот где-то больно, где-то на грани, там где-то полегче, то есть если он чувствует, что массаж достаточно глубокий, интенсивный для него, то эффект будет. Даже если мастеру кажется, что вот он прям вот легко делает, и я могу делать сильнее, давайте сильнее. Нет, не надо. Главное, если есть ощущение у клиента силы от массажа, то этот массаж, как антицеллюлитный, он будет такой продуктивный. Если это массаж спины, то тоже будет он продуктивный для расслабления мышц, если клиент чувствует, что вот, да, где-то чувствительно. Чувствительно, а не больно. Это разные вещи. Больно — это когда дыхание замирает, и вы не можете спокойно, ровно дышать от боли. Вот это больно, так быть не должно. То есть если дыхание у клиента ровное, стабильное, и он мышцы не напрягает, не зажимается, дыхание у него не перехватывает от боли, так должно быть. Сейчас немножечко спущу ее. Такие проблемные зоны. Эмульсия, конечно, еще не начала работать, потому что и тело было холодное. На улице сейчас прохладно. Но вот можно попробовать медленно работать. Будет все равно чувствительно. Да? Немножко даже щекотно. Щекотно, потому что воспринимается так боль. Если клиенту щекотно, делайте медленнее и с меньшей силой. Но сейчас вот с этой банкой я не могу с меньшей силой работать. Она очень такая вот, даже на первом уровне достаточно мощная. Я поэтому ее очень-очень медленно двигаю. Вот она всасывает и потом отпускает, всасывает и потом отпускает. Можно ее медленно передвигать. Очень медленно. Ну, самому вот с момента какие движения делать дополнительно. Ну, вот когда я очень медленно двигаю, более комфортно. Прям вот совсем. Вот банка прошла, эффект, видите, какой гиперемии. Но вот если просто ее статично ставить, то я и 5-й уровень выдерживаю. Конечно, если тело разогреть, то будет менее чувствительно. Ну, то есть мастер вообще не напрягается, а ты чувствуешь, да, что больно, чувствительно. И, конечно, банкой можно работать на внутренней поверхности бедра, но если клиент именно этой банкой, если клиент очень адаптирован к массажу.
Если меньше вакуум и обычная банка ручная, то можно там совсем на слабом уровне, но тоже все по ощущениям. Вот гиперемия. Такой массаж вы можете делать своим домашним, вот антицеллюлитный. Главное, чтобы терпения хватило или времени. Или что-то делаете и так чуть-чуть вводите банкой. А другой рукой, я не знаю, можно переключать кнопки телевизора, как обычно. Ну вот так вот медленно и достаточно чувствительно. Можно опять же остановить ее в каком-то месте, поработать. Эффект очень хороший, гиперемия идет. Здесь видно. Друзья, вы можете эту банку приобрести со скидкой. Посмотрите, в описании к видео будет промокод. Именно для тех, кто подписан на канал. Вы можете этот промокод использовать. Все, друзья, всем пока. До встречи. Хочу представить новый вакуумный массажер бренда Olsari. Вакуумная банка Relife. Здесь такая приятная упаковка. Это салфетка для того, чтобы банку протирать. Есть зарядка. В непрерывном режиме банка работает 10 минут. Такой пакетик для хранения. Я всегда с собой беру банку вот в этом таком мешочке. Тоже он очень приятный. Банка вакуумная. Работает она в таком интервальном режиме. То есть есть эффект 1,5 секунды всасывания. И потом вакуум отпускается. Но банка находится все равно на теле. Она не падает. Очень простая банка в использовании. Здесь есть система вакуума. Есть магнитотерапия, 8 встроенных магнитов. Также здесь есть лечение цветом, синий, красный, хромотерапия. И есть прогрев до 41 градуса, что также помогает улучшать микроциркуляцию, кровообращение в зоне воздействия, способствует расслаблению мышц, снятию боли, спазма. Очень проста в использовании. Длинным нажатием на кнопку банка включается. Здесь есть 5 уровней интенсивности. Коротким нажатием включаем первый уровень интенсивности, второй, третий, 4 или 5. Банка держится на всех поверхностях, не вызывает болезненности, не вызывает синяков, потому что, опять же, есть воздействие интервальное, всасывание и уменьшение вакуума. Опять усиление вакуума, даже я это чувствую сейчас, и уменьшение вакуума. Ну, такой приятный звук. Клиенты у меня этот звук даже ассоциируют с каким-то мурлыканьем кошки. И также длинным нажатием банка выключается. Я ее применяю на спазмированных мышцах. Ее можно применять как при антицеллюлитном массаже, также при массаже спины. Можно в домашних условиях ее применять. Если есть спазм, есть боль, ставите на точку, без масла, без какого-то крема. И она статично воздействует. Через несколько минут вы можете переставить банку на сантиметр, на 2 и продолжить воздействие. Перед тем, как банка выключается, происходит это примерно через 10 минут, банка издает определенный сигнал звуковой, и вы понимаете, что она скоро выключится. Также можно опять банку включить, переставив на другое место. То есть вы не потеряете ее, она не разобьется. Здесь есть система зарядки. У меня есть зубочистка также. Можно с помощью зубочистки открыть. Банка подзаряжается. Зарядка держится достаточно долго. И если вы работаете по крему, по маслу,
я рекомендую небольшое количество крема нанести или масла. Сначала втереть крем или масло и потом уже работать банкой. Здесь есть фильтр, который можно поменять. Так он поддевается. Фильтры есть в наборе и держатели для фильтра. То есть можно его заменить на новый. Если вы работаете без масла и без крема, это делать не обязательно. Часто, если по крему или по маслу, это стоит делать более часто. Также вы одеваете новый фильтр. Но я одела старый, потому что он у меня сейчас чистый. И устанавливаем обратно такой фильтр. То есть все, ничего сложного здесь нету. Никаких больше кнопок, только одна кнопка. Полная инструкция на русском языке. Очень подробная. Способы воздействия банкой. Как я уже говорила, я ее использую либо в статике, либо в динамике, но очень-очень медленно передвигая по телу. Есть салфетка для того, чтобы банку после использования можно было протереть. В описании к видео вы эту банку можете приобрести по ссылке. Там будет очень хорошая скидка. Также бренд Озери производит другие гаджеты, массажеры. Вы можете посмотреть на сайте. Очень интересно и очень продуктивно. Но вот эта банка Relife, она мне помогает и дома, и в работе. Это будет служить прекрасным подарком для ваших близких, для друзей. И еще хочу сказать такой момент. Для тех, у кого повышенное давление, эта банка будет способствовать понижению давления из-за того, что здесь есть 8 встроенных магнитов. Ее можно ставить на зону 7-го шейного позвонка на 10 минут. И это будет способствовать при системном применении снижению давления, так как магнитотерапия способствует нормализации давления. Я когда-то работала в физиотерапии, и физиотерапевты назначали магнитотерапию на шейно-воротниковую зону именно для стабилизации артериального давления. Так что всем рекомендую, друзья. Очень просто, не обязательно носить ее в коробке с собой. Можно взять такой мешочек, положить в сумку и отправиться в путешествие или на фитнес.